Новые гражданские деньги появятся с января 2023, и так это будет работать. С января новое пособие для граждан заменит пособие по безработице, также известное как Харц-4. Об этом договорились Бундесрат и Бундестаг. Район Нордхем. Это принесет много значимых изменений, которые произошли в результате работы за последние несколько лет, подчеркивает Штефан Шефер. Управляющий директор Нордхаймского центра занятости, чьим девизом всегда были советы на уровне глаз, больше мотивации, чем санкции. В общей сложности центр занятости обслуживает около 6 тысяч человек, и санкции были бы введены только в отношении 2–3%. Любой, кто до сих пор находился под базовым уходом, не должен действовать в первую очередь. Потому что, по Шеферу, переход на более высокий доход гражданина происходит автоматически. В настоящее время сотрудники Центра занятости готовятся и обучаются переходу. Также постепенно корректируются заявления, уведомления и письма от центров занятости. Понятие «гражданское пособие» лишь постепенно используется повсеместно. Получателей пособий не должно беспокоить, если термины «пособие по безработице 2» и «социальное пособие» все еще используются, говорит Шефер, объясняя процесс перехода. Новый минимальный лимит. По словам Шефера, с новым лимитом, который также применяется с 1 января 2023 года, суммы до 50 евро больше не нужно возвращать. Это еще одно упрощение. Раньше приходилось выписывать новые уведомления и истребовать небольшие суммы, если, например, ежемесячный доход изменился хоть немного. Пособие гражданину в 2 этапа. С 1 июля начнется вторая ступень пособий граждан. Помимо прочего, дополнительная премия за обучение создает дополнительную мотивацию для дальнейшего обучения и повышения квалификации для рынка труда. Шефер также считает, что вариант прохождения переподготовки в рамках субсидируемого повышения квалификации в течение 3 лет вместо 2 предыдущих имеет смысл. Это, безусловно, снизит порог запрета для некоторых, чтобы начать ученичество. Непрерывное образование. По словам Штефана Шефера, управляющего директора Центра занятости Нордхем, новые базовые условия получения денег граждан теперь предоставляют больше возможностей. Потому что теперь речь идет не просто о поиске временной подработки, а о поиске постоянной работы. Это другое взвешивание, чем раньше. Однако в консультационной работе мало что изменилось бы с базовым доходом, потому что и раньше мы всегда полагались на доверительное сотрудничество, сообщает специалист по интеграции Николь Кёльнер. Важно выяснить, что мотивирует людей устроиться на работу или продолжить образование. Это очень отличается от человека к человеку. Но иногда также важно сначала избавиться от страха перед центром занятости. Цель состоит в том, чтобы добиться постоянной интеграции в рынок труда. Льготный период. Согласно новому положению, бенефициары должны иметь возможность больше сосредоточиться на поиске работы. По этой причине были изменены некоторые параметры в отношении жилья и имущества, а также установлен срок ожидания в 1 год. В соответствии с этим активы должны учитываться только в том случае, если они составляют более 40 тысяч евро для лица, имеющего право на пособие, и 15 тысяч евро для каждого другого лица, проживающего в этом сообществе потребностей. Расходы на проживание признаются в фактической сумме, за исключением расходов на отопление, которые могут быть покрыты только на разумном уровне, сообщает агентство занятости Германии. Из-за более высоких надбавок 30% из них могут быть оставлены для работы с доходом от 520 до 1000 евро. Молодежь удерживает доход от школьной и студенческой работы, а также доход от профессионального обучения до предела мини-работы, в настоящее время 502 евро. Доходы от студенческих работ вообще не учитываются. Это, безусловно, может быть стимулом для многих, подозревает Келнер. Однако она также отмечает, что не всегда легко посещать мероприятия по повышению квалификации в сельской местности по причинам мобильности. Шефер связывает проблему с высокомотивированными украинцами, которым, например, если они будут размещены в общежитии в Зиверсхаузене, будет сложно принять участие в мероприятиях из-за плохой связи с местным общественным транспортом.
Требования к работникам Центра занятости растут. На работу трудоустроено около 2000 украинцев, говорит Шефер. Теперь стало больше людей, которые получают единовременную выплату за счет выставления счетов энергопоставщикам. В целом, количество людей, имеющих право на получение пособий, растет по разным причинам. Все это настоящий вызов, говорит Шефер. Сколько денег причитается гражданам Германии? Стандартная ставка для одиноких увеличивается до 502 евро с 1 января 2023 года, для пар до 451 евро за партнера. Неработающие взрослые в возрасте до 25 лет, проживающие с родителями, получают 402 евро. Молодые люди от 14 до 17 лет – 420 евро, дети до 6 лет – 318 евро, дети от 6 до 13 лет – 348 евро. В октябре около 5,4 миллиона человек в примерно 2,8 миллионах благотворительных обществ в Германии получили пособие в соответствии с книгой 2 Социального кодекса.